Как это работает? Храповики бывают разной формы и размеров. Можно подобрать такой ключ для любой работы. Они же с муфтами увеличивают скорость и силу при закручивании и откручивании болтов. Можно выполнить работу быстро и без особых усилий, воспользовавшись только одним щелчком храпового механизма. Универсалом очень просто пользоваться. Усилие на болт или шайбу происходит только в одном направлении. Свободное движение в другом направлении достигается с помощью целой системы шестеренок и ограничителей. Вначале стальные прутья проходят через машину, которая отрезает заготовки нужной длины. Эти заготовки понадобятся при изготовлении храповиков. Автоматика пропускает их через печь, температура в которой около 1000 градусов по Цельсию. Кузнечный пресс придает заготовке форму храповика. Первый шаг – это наметить форму будущего изделия. Второй – окончательно придать ему нужную форму. И третий – удалить весь лишний металл. После пресса храповики собираются в резервуаре, где они охлаждаются. Далее машина вертикальной резки подготавливает рабочие области храповика для дальнейшей сборки. Рабочий помещает инструмент под гидравлический пресс, на котором выдавливается логотип и название фирмы-производителя. На токарном станке избавляются от лишнего металла на рукоятке и подготавливают конец для пластмассовой ручки. Затем рабочие исправляют все дефекты на шлифовальном камне. И создают на рукоятке специальные выступы, на которых будет крепиться ручка. Сейчас они отправят храповики на трехступенчатую температурную закалку. Это позволит улучшить свойства металла. Керамика и химический раствор подготавливают инструмент к хромированию и никелировке. Специальная машина сначала очищает поверхность храповика, а потом наносит на него хром и никель. Двойной слой разных металлов увеличивает срок службы и придает инструменту товарный вид. А рабочие смазывают внутреннюю часть храповика, вставляют блокировку и различные детали. Рабочий устанавливает металлический шарик в основании шестерни и прессом вдавливает его на свое место. После этого они устанавливают все внутренние компоненты, определяющие направление вращения храповика. Такие механизмы либо разрешают, либо запрещают вращение. Итак, переключив в нужное положение ограничитель, вы можете либо вкрутить, либо выкрутить болт. Теперь осталось поставить резиновые прокладки и закрыть весь внутренний механизм инструмента. А также нужно убедиться, что механизм работает исправно. Наконец, этот аппарат закрепляет пластмассовые ручки в нужном месте. Такие инструменты создаются в 10 этапов. Теперь храповикам нужно пройти окончательные тесты на надежность и соответствие высоким стандартам качества. Такой инструмент всегда востребован среди любителей и профессиональных механиков.